Хай Барби! Хай Кен! Рада приветствовать на канале Бульбина Долл. С вами традиционно я, Альбина Бульбина. Вот и настало лето. Меня уже вовсю мучает жара. Ненавижу. Но сегодня мы с вами немножечко охладимся, потому что ко мне на обзор внезапно попала очень зимняя кукла, такая февральская. Потом поймете почему. Ну, в общем-то, хоть и лето будем распаковывать сегодня, а не зимой. Но прежде чем мы начнем, я бы хотела кое-что вам предложить. В последнее время на канале появилось много новеньких. Кстати, нас уже больше 600, за что огромное каждому из вас спасибо. За каждый лайк, комментарий, подписку. Я так рада, что мой контент интересен такому большому количеству людей. Я просто... Спасибо. Люблю, обнимаю, шлю лучи добра. Спасибо за всю поддержку, мои любимые. Так вот, поскольку много новеньких добавилось, хотя это может быть интересно и стареньким, я предлагаю нам немножечко поближе познакомиться. Если вдруг вам интересно что-то узнать лично обо мне, о моей коллекции, может что-то посмотреть поближе, что я там на фон выставляю или там... любую информацию, я предлагаю вам в комментариях под этим видео написать свои вопросы, а в следующем видосе я на них отвечу. Это может быть любой вопрос, как я уже сказала, обо мне лично, о моей коллекции, да о чем угодно. Количество вопросов от одного человека не ограниченное, но если вдруг решите задавать несколько, то лучше делайте это отдельными комментариями, продвижение видео, все дела, сами понимаете. Не могу даже предположить, сколько будет вопросов, мало или много, но постараюсь ответить максимально на все. Итак, сегодня весьма необычный для меня обзор, потому что распаковывать я буду не куклу из своей коллекции, а чужую. Вот она, эта красотка. Ее мне любезно предоставила моя подписчица Яна. Она хотела оставить на память себе распаковку, видеораспаковку, а сама как бы видосами не занимается. И попросила меня записать обзор. Обнимаю Яночку и от всей души благодарю за оказанную честь. И передаю привет. Почему я сказала, что кукла зимняя? Потому что эта Барби выпущена в линейке кукол, приуроченных к лунному китайскому Новому году. А как мы знаем, он в феврале. Эта кукла была выпущена в 23-м году официально, и она так и называется Луна Нью Е, то есть лунный Новый год. Эта кукла выпускается в такой праздничной коробке, прям готовый подарок к лунному Новому году или просто к Новому году, на любой праздник. Это коллекционная кукла, выпущенная под черным лейблом Black Label. Коробочка у нее красного цвета, весь текст на коробке золотистый, это, наверное, как имитация золотистой китайской вышивки. Впереди коробки, сзади, с обеих сторон по бокам изображены традиционные китайские гравюры времен династии Тан. Это своего рода китайские мандалы. Мандала с санскрита обозначает круг. Это древний рисунок в тантрической йоге, буддизма и индуизма. На коробке изображены, конечно, декоративные мандалы, но у настоящих каждый цвет, каждый лепесток, каждый символ, на них обычно символы, надписи, всегда несут какую-то положительную энергетику. Считается, что мандала исцеляет душу и тело и исполняет все желания. И сзади коробки мы и видим надпись на разных языках, которая гласит: «Кукла Барби Лунный Новый год с пожеланиями счастья и удачи в новом году станет прекрасным дополнением праздничного торжества». Надпись, как я уже сказала, на разных языках. Есть на русском, на украинском нет, а кукла выпущена в 23-м году. Зрада. Выкидываем все своих кукол Барби мотеловских. Только скажите мне, куда выкинули. Сзади указано, что кукла произведена в Индонезии и стоит год 22-й, но в продажу она официально поступила, как я уже говорила, в 23-м. Кукла располагается на красивом заднике синего цвета, который символизирует небо, вечернее, я так понимаю. На нем изображены золотистые сан-юнь. Это традиционные китайские декоративные узоры в виде облаков. С китайского это переводится как благоприятные облака или счастливые облака. Это один из самых благоприятных узоров в китайской культуре, имеющий очень долгую историю. Эти облака символизируют счастье, удачу и предзнаменование мира. Это для нас очень актуально. Куколка, исполни мечту всей Украины. Так, коробочку мы рассмотрели. Забыла сказать, что спереди надпись Барби золотистая и указана Барби Signature и эмблемка Mattel. В общем, давайте ее распаковывать. Эту распаковку, Яна, я посвящаю тебе целиком и полностью. Так, еще раз глянем, как она выглядит
выглядит в коробочке, последний раз прикрепленная. И погнали распаковывать. Открываем верхнюю крышечку. Коробка немножко не в идеальном состоянии, ну такой мне ее предоставили. Но тем будет приятнее распаковать, потому что, как уже 100 раз говорили, в идеальных коробках хочется оставлять так и стоять. Достаем этот красивый синий задничек. Вот как она без блистера выглядит на своем задничке. Те самые облака, про которые я рассказывала. Сзади все на пластиковых креплениях и сертификат с подставочкой. С него и начнем. Сертификат подлинности Luna New Year, лунный Новый год. Этот сертификат подтверждает, что ваша кукла Барби лунный Новый год была создана в результате совместной творческой работы дизайнеров и художников компании Mattel. Все это в пакетичке отдельном, как я уже показывала. И здесь же в пакетике самая простая подставка, датированная 19 годом, по-моему, как все луксовые и так далее. Креплений никаких больше нет. Интересно, там, наверное, подставка седло будет. Сейчас посмотрим. Палочка, говна-мешалочка прикреплена рядом с куклой. Оказалось, не седло подставка, а я не знаю, как это называется, держатель для ног здесь. И, я так понимаю, такие подставки со всеми куклами на теле Model Muse. Она на теле Model Muse. Я такую лично держу впервые в руках. У меня нет Model Muse кукол. Непривычно. Она очень миниатюрная, низкая. Открепляем куколку. Для этого нужно повысовывать все пластиковые элементики. Ноги закреплены резиновыми этими жгутами, силиконовыми. Платье пришито нитками к коробке. Ну, это чтобы оно красиво выглядело, когда она в коробке находится. Ленту мы чикаем. Задник без куклы, кукла без задника, сзади пластиковая штукенция, волосы пришиты нитками, талия прикреплена опять жгутом. Все, куколка освобождена от всех креплений, и давайте рассматривать ее близко и детально. Выполнена наша куколка на молде Оливия. Не наша, а Янина. Датируется молд 2015 годом. Кстати, на молде Оливия в основном выпускались разные фэшенки, пара йог, и из коллекционок сейчас так сходу вспомню только фигуристку. У меня, кстати, нет кукол на молде Оливия. У куколки красивый макияж. Темно-темно-каштановые брови, такие прямые. На веках светло-светло-розовые тени, черные стрелки, прорисованные верхние и нижние реснички. На нижнем веке также тоненьким слоем розовые теньки. На губах алая помада. На щеках легкий-легкий коралловый румянец. Не знаю, видно ли это на камеру. Глаза темно-карие с прорисованными бликами. Наша красотка брюнетка. Волосы почти до задницы. Черные волосы, собранные в прическу. Два жгута из волос вверху переплетаются в такую вот гульку-дульку. Прическу украшает традиционный китайский гребень. Он белого цвета и, наверное, символизирует жемчуг. В ушах сережки в комплект этому гребню. Платье этой куклы вдохновлено ханьфу, традиционным костюмом ханьцев Китая. Говорят, что у этого наряда 4000-летняя история. В своем классическом виде наряд состоит из узкоманжетной длинной верхней части, которая называется и узкой длинной до пят юбки, которая называется чан. И переводится как одеяние чан-подол. Ханьфу, я не уверена, правильно ли я ставлю ударение, я вам не китаец. Так вот, ханьфу за всю свою историю очень много видоизменялся. Да и у нашей куклы это не традиционный китайский наряд, а скорее фантазия дизайнера на тему. Но некоторые элементы классического ханьфу сохранены. Давайте рассмотрим подробнее. На кукле красивая рубаха с широкими расклешенными рукавами. В традиционном ханьфу широкий такой рукав символизировал высокий статус, так что это у нас тут не абы кто, а дворяночка. Такая рубаха называется шань на китайском. И это в классическом варианте отрезной верх, который заправляется в юбку. Рубаху украшают, как и коробку куклы, декоративные мандалы. Красивая пышная юбка, красная с голубыми полосками, тоже в узорах с мандалами. Называется юбка, как я уже говорила, чан. Если рубаха с юбкой сшиты вместе, то такой элемент одежды называется шэнь-и. Но сшиты они или нет, мы узнаем, когда будем куколку раздевать. Красный широкий пояс, который соединяет рубаху с юбкой в единое целое,
называется дай или яодай. Тонкий плетеный поясок синий называется ню. На плечах у куклы лежит длинная красивая шаль или шарф синего цвета с, как я понимаю, имитацией серебристой вышивки. И это тоже то ли мандалы, то ли какие-то другие узоры с гравюр эпохи династии Тан. Какое название такая шаль имеет на китайском, я, к сожалению, не нашла, не знаю. На ногах у куклы красивая красная обувь на танкетке с красивыми узорчиками цветов, имитацией вышивки, но не прокрашенной. Очень-очень симпатичная обувь на ремешках. В традиционном ханьфу такая обувь называется люй. Наряд у куклы очень красивый. Струящийся силуэт платья – это намек на полет небесных существ китайских, мифологических. Украшено оно традиционными китайскими принтами династии Тан, как я сказала. А красный и синий цвет наряда взяты из цветовой палитры древних наскальных рисунков. Древних наскальных рисунков. Да, рисунков. Я уже как китаец разговариваю. Меня забанят. Красные и синие цвета наряда взяты из цветовой палитры древних наскальных рисунков Дуньхуана. Это оазис и городской уезд, в древности служивший воротами в Китай на Великом Шелковом пути. В общем, эта элегантная кукла чествует богатые культурные корни китайского Нового года и китайской культуры. А мы сейчас ее нагло и варварски разденем. Снимаем эту красивую вуальку. Точнее, не вуальку, а шаль. Костюм у куклы все же сшитый вместе, рубаха с юбкой, то есть он имеет название шэнь-и. Сзади на кнопках. Забыла сказать, что есть приятный на ощупь хлопковый подъюбник. По факту наряд состоит из двух элементов – платья и шали. Ну, вот у нас и обнаженочка погнала. Как я уже упоминала, кукла выполнена на теле Model Muse. Это такое модельное тело. Шарнир только в плечах и бедрах. Одна нога согнута в колене, вторая прямая. Колени не гнутся. Стопа каблучная. Тело Model Muse впервые держу в руках. У меня нет на них кукол. Их эпоха, по-моему, как раз выпала на момент, когда я подумала, что я 12-летняя взрослая и куклы мне больше не нужны. А нет, тело Model Muse 2003 года, но как-то я их уже не застала тогда. Маркировки все на попе. Забыла упомянуть, что у куклы красный, алый маникюр в тон помаде. На ногах не прорисованы, не накрашены. Очень-очень светлого скинтона. Донором бы ей подошла теннисистка. Вот такая вот красоточка пожаловала ко мне в гости. Было очень интересно ее распаковать и рассмотреть. Как я уже говорила, для меня это что-то новое. Лично мне эта кукла кажется очень симпатичной. Поделитесь своим мнением, как она вам. Хотели бы такую в коллекцию или, может быть, она у вас есть? Задумка этой куклы, как я уже говорила, в пожеланиях самых лучших ее владельцу. Коль мне выпала честь ее вам распаковать, показать, надеюсь, она принесет добрые вести и мне, и каждому зрителю, дорогие.
Кстати, пользуясь случаем, хотела бы кое-что узнать. Возможно, среди зрителей есть кто-то, кто шьет кукольную одежду. Мне очень нужно ханьфу, а лучше кимоно японское на Кена и Барби. Если вдруг вы шьете или знаете, кто шьет, пожалуйста, напишите в комментариях, я с вами свяжусь, очень надо. С вами была Альбина на канале Бульбина Долл и красивая китаяночка, которая на днях отправляется к своей законной владелице в Киев. Всем спасибо за просмотр и хорошего дня. Пока!